Qin — это еще один суббренд компании Xiaomi, который выпускает интересные девайсы. И вход на данный телефон, разумеется, я не пишу, потому что камера основная у него на 2 мегапикселя. Смартфон хоть и не из разряда крутых новых флагманов, но достоин вашего внимания, потому что реально купить его на распродаже дешевле $100, и разлетается он как пирожки просто на Авито. Опять же, со слов продавцов. На борту у него компактные габариты, низкая цена, стереозвучание, из коробки доступны Google сервисы, экран, от которого не устают глаза, а самое главное, он простой, незаморочистый в использовании. Интересно, сейчас обязательно расскажу. Кстати, на первый его телефон, Qin 1, есть обзор на канале по ссылке в правом верхнем углу. Он был топом. Этот еще больше топ, несмотря на 2 гигабайта оперативки. 1035 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня. Вы на канале Польза.нет. Розыгрыши море. Читаем описание, какие актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео 30 числа. 25 ноября обязательно разыграю еще 10 дополнительных Mi Band во время распродажи. Помимо этого разыгрывается Pixel 5, Pixel Buds A, Narza 50A, еще много всего, включая двое часов за 17-25 тысяч. Смотрим описание. Итак, распаковка. Коробка очень миниатюрная, и в размерах она точно меньше нынешних коробок от флагманов. Оформление коробки лаконичное, ничего лишнего. Картон плотный, и пришла она ко мне целая и без особых повреждений. В комплект входит телефон, кабель для зарядки USB Type-C, скрепка и руководство пользователя на китайском. Запах клея есть и не слабый, так что долго сидеть с открытой коробкой я вам не советую. Неизвестно, что там еще за примеси. Летим дальше. В продаже есть два варианта цвета корпуса. Белый и черный. Дизайн незамысловатый. Корпус изготовлен из приятного пластика, и рамки объединены с тыльной частью в одно целое. Сам пластик, как я уже сказал, тактильно очень приятный, маркий, но из рук не выскальзывает и стремительно не царапается. Размеры устройства составляют 132 мм на 55 мм и 8,7 мм в ширину. Камера из корпуса не выпирает. В комплекте, кстати, идет чехол, но он ужасный. Как только я увидел этот телефон, мне показалось, что это очень странное решение сделать такой маленький в объемах корпус. Потом я вспомнил пиксели, вспомнил, сколько он стоит, и решил, что в принципе да, иногда и многим лучше 4 таких телефона, чем пикселя купить. Но подержав его в руках, реально понимаешь, насколько это удобно, уже заметно привычных лопат. Тем более, если приобретать этот девайс для бабушек, детей или себя, как основной телефон, там, где нельзя большие смартфоны носить, ну вы поняли. Чтобы защитить корпус чехлом, нужно поискать его на Али, потому что тот чехол, который мне пришел, вырезы слегка не совпадают с правильным расположением кнопок и отверстий, так что будьте внимательны. На корпусе расположена двойная кнопка питания, то есть разделена она на части, и одна часть ее выполняет привычные функции, а вторая часть по умолчанию открывает приложение Google Pay в разделе музыки. И та часть, которая меньше, не всегда удобна для нажатия. Далее качели регулировки громкости, ИК-порт, микрофон, непрорезиненный слот на одну нано-сим, можно использовать eSIM, кстати, но у меня не получилось. Разъем для зарядки USB Type-C, разговорный динамик и основной динамик. Здесь звучание, кстати, стерео. Кнопки люфтят, но не сильные. К сожалению, нет разъема под мини-джек. Опять же, учитывая стоимость, еще его я хотел, да? Смарт оснащен дисплеем на 5,5 дюйма, IPS с разрешением 576 на 1440 точек. Плотность пикселей 284 dpi по AIDA 64. Яркости на солнце слегка не хватает, но если не придираться из-за цены, то можно сказать, что все читабельно на экране даже очень. Частота обновления экрана, разумеется, 60 Гц, автояркость завезли на данный девайс. Под разными углами тон картинки не изменяется. Вообще мне понравился экран, несмотря на то, что он ультраэконом. Мультитач есть, и берет он все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи старых добрых стандартных вариантов, таких как графический ключ, пин-код и пароль. Фронтальной камеры у устройства нет. Подбородок внизу экрана в наличии, на фоне рамок значительно выделяется. Летим дальше. Процессор на борту Unisoc SC9863A с техпроцессом в 28 нанометров и 8 ядрами. Вы понимаете, что у нас на пороге уже 4 нанометра, а здесь 28. Максимальная тактовая частота которого 1,6 ГГц по AIDA 64, графический процессор PowerVR GE8322, разумеется, тоже максимально немощный. Интерфейс с установленными сервисами Google, что самое главное. Притом игрушки на нем идут, и это удивительно. Те же танки можно играть, PUBG можно играть. Интерфейс на русском языке доступен, оперативной памяти доступно на 2 гигабайта, внутренней памяти на 64. Расширить ее SD-картой, к сожалению, нельзя. Имеется Wi-Fi однодиапазонный, Wi-Fi 2,4 ГГц. Сеть мобильную ловит не везде хорошо, к сожалению, так как есть в наличии только 7-й бенд. Вибра не топорная и не настраиваемая. Bluetooth не последней версии, а точнее древней версии 4.2. NFC не поддерживается и, соответственно, Google Pay не встает. Навигация на борту GPS от GPS и GLONASS. GPS-тест девайс отказался у меня проходить. Емкость аккумулятора 2100 мАч. PC-марки выдал 5 часов 41 минуту и осталось 20
20%. На первый взгляд маловато, но вспомнить емкость батареи любого нового флагмана, которая в 2 раза больше этой емкости, и у них не всегда намного лучший результат. При этом тесты я проводил при неизменных 60 Гц на максимальной яркости. За 1 час 20 минут зарядки набегает 56%, полностью заряжается он с 0 до сотки за бодрых 2 часа 20 минут. Притом в комплекте зарядки не идет, зарядка идет отдельно, ее дарил мне китаец. Беспроводную зарядку, разумеется, не поддерживает. За час игры в танки онлайн улетает 48% при максимальной яркости и низкой настройке графики. Во время игры особо он не лагал. Играть можно. Простейшие игры и на минимальных настройках играть можно, но в важные моменты он может подвисать. Яркость не сбрасывает. Привет тебе, Poco F3 и iPhone 13 Pro. Тротлинг-тест прошел в целом неплохо. 57 гипсов минимально, максимально 79, в среднем 94 на 100 головках при 30 минутах. В 3D-марке смог пройти лишь один тест Slingshot с результатом 599. В Antutu показал 109 тысяч попугаев. Storage-тест показал 17 тысяч. Результаты стресс-теста вы видите на экране. Далее, на тыльной части расположена одна единственная основная камера 13 мегапикселей для фото. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1920 на 1080. Для видео здесь 2 мегапикселя. Короткие примеры вы сейчас увидите. QN23 Pro и настолько уникальный смартфон, что я просто не смог не снять на него пример съемки в помещении. Вот так, если в студии снимать, либо в помещении с основной камерой, а фронтальной здесь нет, вас будут видеть и слышать. То есть, по большому счету, этот аппарат реально стоит $100, во время сейлов он стабильно $100, и он выполняет такое количество функций, что я в шоке. Реально играть в PUBG, реально у него космос автономность, он нереально удобный, и в сравнении с моими пикселями, а у меня пикселей хватает, девайс просто огонь. Если вы ищете компактный смарт, вот такой вот. Но не об этом рассказ. Рассказ о том, что даже в помещениях вы видите, что с минимальными, понятно, возможностями своими видео он может снимать более чем потребно. К сожалению, фронталки нет, но с одной стороны это и хорошо. Так что оценивайте съемку. И вот в целом барабанная дробь. Почему? Потому что у данного телефона QN2 Pro полностью отсутствует возможность снимать на фронтальную камеру. Значит, нет вырезов, значит, нет всего остального убогого. Это с одной стороны. С другой стороны, вы благополучным образом при необходимости себя снимать понятия не имеете, что именно вы снимаете, как что фокусируется и как все, что пишется. Плюс, вот сейчас я, допустим, снимаю при помощи одной руки. Стабилизатор работает не фонтан, но сам по себе телефон выглядит как игрушка, это классно. В целом, понятно, что смарт не про запись, но я не особо жалуюсь на, опять же, видео. Пересмотрите, если еще не посмотрели видео пример съемки в помещении, как он пишет звук, притом акустика там максимально неприятная. По мне смарт прям огниво. Огниво. Я вообще думал, что он снимать не будет ничего утрированно. И попытка номер 2 уже с 2 рук съемка на QN2 Pro. И я не думаю, что там очень хорошая фокусировка. Я бы сказал, что скорее всего снимает он слегка мыльно, если не слишком мыльно. Но это с одной стороны. С другой стороны, мы помним, что вот сейчас уже, допустим, включены в принципе все освещение искусственное. И вот, пожалуйста, диодная. Но вообще последние дни в Петербурге другой погоды и не было. Без разницы, когда ты будешь снимать утром, в обед или вечером. То есть примерно такая картинка у вас будет, если у вас будет необходимость что-то подснять из разряда быстро, локально. Насколько это смотрительно для YouTube? Ну, не смотрибельно, наверное, все-таки ближе к этому. Насколько смотрительно для информации? Вот смотри, что произошло. Различить все легко можно. Сейчас вы еще увидите примеры. Для примера вам, если нужно рассмотреть дерево, и проверяем автофокус заодно. Ну, как-то что-то работает. Как-то что-то работает. Долго, конечно, фокусируется, долго, мучительно. И сейчас он сфокусировался на решетке, а не на заднем плане. Попытаемся перевести его на листочек. Мучительно. Мучительно, драматично, но не убого. Что самое главное, ожидалось, что там будет вообще, как в двойке было прям совсем мыло, если вы посмотрите обзор на нее. Так, и откровенно, здесь камера снимает по идее в HD, но она здесь видео на 2 мегапикселя. То есть все, что вы сейчас видите, это ей помогает ПО, процессор и все остальное. Но хочу отметить еще раз, что уже темнеет, где-то 7 часов вечера Петербург, и в целом, но она меня устраивает. Правда, понятно, фокус не ловит она практически ни на чем. Пробуем. Окей, на крупном объекте. Очень мучается. Не надейтесь на нее, короче.
Ну а камера для фото на 13 мегапикселей, фокуса нет ни ручного, ни авто. Никакого. Все, слетел. Слетел и ждем, он восстановится вообще или нет. Не хочет восстанавливаться фокус никак, только похвалил. Но это первый раз за сегодня. Пример ночной съемки, конечно, подбешивает, что нет сканера отпечатков пальцев. Это из чего-то там обыденного. Есть только разблокировка через код. И, разумеется, ночью снимает камера максимально отвратно, бесполезно, что неудивительно. Минусы: нет фронтальной камеры, хотя это для многих и плюс, только старые методы разблокировки экрана и марки корпус. Из-за узкого экрана не все могут точно попадать по буквам на клавиатуре, у меня это получалось. Нет 20-го бенда, нет возможности расширить память, нет разъема под мини-джек, Wi-Fi и Bluetooth довольно древние. Не довольно даже, а древние. Но для данного устройства это не критично. Цена по ссылке в описании к видео в районе $116 сейчас, а во время распродажи $96-99. Кто-то умудрялся и за 70 купить. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую, думаю, что многим понравится телефон за такую цену, просто как дополнительная звонилка, которая в свою очередь не занимает много места, на которой можно смотреть фильмы, ползать в интернете, отвечать в мессенджерах и даже играть. У нее IPS-дисплей и простенький в использовании интерфейс, который работает без сбоев. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. От меня девайсу троекратное «да». Добра и удачи вам, дорогие друзья!